Магазины без кассиров. Интернет-помощник поиска вина. Отели не для людей. Офис со скалодромом и дом за $200. Кажется, что будущее уже наступило. С каждым годом появляется все больше идей для развития бизнеса, которые становятся достаточно успешными, потому что позволяют людям решить множество проблем. Каждый предприниматель знает, что бизнес должен создаваться исходя из проблем людей, которые этот бизнес сможет решить. Также необходимо обладать креативностью, чтобы генерировать эти бизнес-идеи. Но на самом деле, когда придумать что-то свое сложно, на помощь приходят зарубежные идеи. Немало стартапов по всему миру развивалось благодаря идеям из других стран. Делать все под копирку не стоит. А вот взять какую-то идею за основу, придумать что-то свое и адаптировать ее под страну, в которой мы проживаем – отличный вариант. Идея первая. Заведение без персонала. Все больше создается услуг, где не обязательно участие человека. Так создаются магазины без продавцов, отели без персонала и даже мини-клиники. Amazon Fresh в США, а с недавних пор еще и в Великобритании, в Лондоне, без касс представляет собой супермаркет, в котором покупатели справляются совсем сами. Сперва они устанавливают специальное приложение, которое сканируют при входе. Затем выбирают необходимые им товары, кладут их в корзину, а на выходе получают автоматически выставленный счет. Причем, по словам Мэтта Берча, директора Amazon, как только покупатель собирает все, что ему нужно, он может смело выходить из магазина. Деньги за покупку будут списаны автоматически. Здесь также планируется расположение специального киоска, где покупатели смогут забирать свои интернет-покупки, также отсканировав штрих-код из приложения. В Китае же открылся отель без сотрудников. Вернее, сотрудники есть, но они не живые люди, а роботы. Отель Smart Lease открылся в городе Чэнду. Роботы здесь встречают гостей, регистрируют их, оказывают помощь при заселении в номер, доставляют еду в комнату. Конечно, ситуации могут быть разные, поэтому все-таки здесь есть живой человек на случай, если возникнут какие-то проблемы. В том же Китае компания Pinga Good Doctor создала сеть One Minute Clinic. Пациент заходит в клинику площадью 3 квадратных метра и получает консультацию ай-доктора. Таким образом, искусственный интеллект собирает анамнез и может ответить на вопрос касаемо 2000 болезней. Здесь же у пациентов есть и возможность приобрести необходимые лекарства или заказать их, а потом получить с помощью специального приложения. Номер 2. Алкогольный секонд-хенд и сомелье онлайн. В японских магазинах под брендом Liquor Off продают БУ алкоголь, который стоял у кого-то дома, но не был открыт. Наверняка и вам подарили в качестве благодарности какую-нибудь бутылочку. Но так уж случилось, что вы ее не пьете. И вместо того, чтобы собирать на ней пыль, можно отправить такую бутылку в секонд-хенд и получить за нее вознаграждение. Магазин с радостью скупает любые напитки, если те не вскрытые и имеют приличный срок годности, в том числе и баночное пиво, и даже мини-бутылки из самолетов и отелей. А если вы любитель тонких изысканных ароматов и предпочитаете вино, то правильный выбор вам поможет сделать онлайн-сомелье. На сервисе Likely вы проходите несколько простых тестов, отвечаете на вопросы о том, какие фрукты и какие блюда вы предпочитаете. Затем сервис просит рассказать о любимых алкогольных напитках или даже марках. Алгоритм-рекомендатель выдаст результат с помощью анализа более 1 миллиона точек в массиве данных. А подходящую лично вам бутылку вина можно будет сразу заказать онлайн через магазины партнеров. Бизнес-идея под номером 3 – отель для вещей. Хостелами для животных и растений уже никого не удивишь. Такие есть и в России. А как насчет хостела или отеля для вещей? В Италии есть отель под названием Casa della Cosa, что буквально переводится с итальянского как «дом вещей». Здесь сразу несколько пространств для каждого клиента, и он выбирает то, которое больше подходит ему. Маленькое, среднее, большое. Хранить вещи можно как несколько дней, так и несколько месяцев. Это отличный вариант для тех, кто переезжает и не знает, где временно хранить вещи, пока они не нужны. Также такой вариант может помочь тем, кто живет в другой стране и когда заканчивается договор аренды квартиры. Человек едет временно домой на родину, оставляя что-то в отеле. Таким образом, он экономит средства на аренде нового жилья и оплате за перегруз. А в родной стране может находиться столько, сколько ему нужно. Вещи всегда будут под присмотром, а в случае, если вы переживаете или сомневаетесь, здесь есть
даже специальное видеонаблюдение, благодаря которому вы можете в любой момент убедиться, что ваши вещи в целости и сохранности. Идея номер 4. Коворкинг для мам и для здорового образа жизни. В пик популярности фриланса люди очень активно стали пользоваться коворкингами, специальными помещениями, где у каждого есть возможность арендовать себе рабочее место. Это действительно удобно. Но как быть тем, у кого помимо работы есть еще какие-то заботы? Например, если это молодая мама, которая должна не только работать, но и учиться и следить за ребенком. В США придумали интересное решение. Коворкинг для мам. Все то же самое, что и в обычных коворкингах, но с наличием детской комнаты и специалистов, которые работают с детьми, пока мама занята. Более того, The Wing отличается особым дизайном интерьера. Здесь все в мягкой цветовой гамме, украшено картинами и другими декоративными предметами. Сразу видно, что это рабочее пространство именно для девушек. Здесь есть и отдельные комнаты для кормления, и игровая, и даже душевые с полотенцами и халатами, где посетительницам также предоставляют косметику от Chanel, чтобы те могли привести себя в порядок в любое время. Есть в коворкинге и чайная комната, терраса, женская библиотека, пространство для совместной работы, конференц-залы и даже салон красоты, благодаря чему мамы всегда полны сил и энергии, ведь им не приходится тратить время на приведение себя в порядок. В США, а именно в Нью-Йорке, есть и коворкинг, призывающий не только работать, но и выполнять физическую активность каждые полчаса. Придя впервые в Active Collaborative Workspace, клиент проходит 15-минутный курс для новобранца, где ему рассказывают о технике безопасности и правилах проведения в клубе. Это делается для того, чтобы бороться с малоподвижным образом жизни и не забывать о социальных нуждах, ведь в наше время очень большое количество людей постоянно сидит за компьютерами или телефонами, лишая себя возможности двигаться и общаться с людьми. Здесь же есть и скалодром, куда можно сходить до и после работы. Идея номер 5. Микродом за $200. Дерек Дидрексон, архитектор из Массачусетса. Ему принадлежит идея продаж микродомов со всеми необходимыми для жизни удобствами за небольшие деньги. Грубо говоря, это то помещение, где есть крыша над головой, кровать и стол. Архитектор уверен, что такие дома полезны как для экологии, так как их конструкция состоит из полностью натуральных материалов, так и для людей, попавших в неприятное положение. Для тех, кто потерял дом, кто оказался жертвой наводнения или землетрясения. Во время строительства Дерек использовал не бревна, а обычные деревянные поддоны, укрепив их фрагментами старых шкафов, что и стало самой затратной частью в размере $80. Крыша сделана из обычного гофрированного пластика стоимостью в несколько $. Таким образом, жители домика могут наблюдать за звездами в ночное время суток, а днем получать дополнительный источник света. Из мебели здесь кровать, письменный стол и несколько полок. Некоторые из домов можно прицепить к машине и передвигаться по разным местностям, так же, как и в доме на колесах. Не забывайте писать в комментариях, что вы думаете обо всех этих бизнес-идеях. Поддержите видео лайком, если оно было для вас интересно. И увидимся в новых выпусках.